Всем доброй ночи. Прежде чем обратиться к этому ритуалу, хочу вас попросить посмотреть мой недавний ролик «Полтергейст», «Неупокоенные души» и прочее. Там все похоронные традиции, обычаи. Там объясняется, как понять, что такое неупокоенная душа и почему он может причинить вред жителям этого дома. В каждом доме есть огромное количество духов, душ, они обитают и иногда время от времени дают о себе знать. Это не обязательно вредоносные силы, и слово «неупокоенный» это не означает, что он приносит вред. Неупокоенный может быть, потому что защищает своих родных и близких, потому что привязался к этому месту, не может найти дорогу уйти, потому что умер внезапно, не осознал еще, что он ушел. Иногда является в то место, где он жил, даже несколько сотен лет назад. Вот он неупокоенный. Если этот неупокоенный не доставляет вам никаких хлопот, со временем постепенно он будет уходить. Если доставляет, если у вас кошмарные сны, если животные прячутся, боятся по углам, если какие-то стуки, если ножи и вилки летят и прочее, это опасная сила. И лучше провести этот ритуал. Попробуйте своими силами сначала справиться, то есть этим ритуалом. Если они у вас, они не уйдут, если они не уйдут, тогда, естественно, обращайтесь к специалисту, к человеку, который умеет с ними справляться, откроет портал и отправит их на покой. Никогда с ними не играйтесь, никогда не смейте там высмеивать их, никогда не спрашивайте, есть кто-нибудь. Там, если ты здесь что-нибудь такое сделай, они могут сделать такие вещи, что вам станет плохо. Опасны неупокоенные души, если они злобные, если они хотят причинить вред, и если хотят они вас выжить из этого дома. Помните фильм там «Другие», снятый по мотивам? Я думаю, что тот человек, который снял, то есть написал сценарий, наверняка слышал эту историю или профессионал ему сказал, как это бывает, как происходит, когда они не пускают в этот дом никого. И вот в этом доме они заблудились, они привязались к этому дому, и кто бы туда ни пришел, они всех выгонят и заставят всех уйти, убежать, и каждый раз этот дом будет продаваться. И я вам уже говорила о том, что нужно обращать внимание на чрезмерно низкую цену дома, который, не может он так стоить мало, но он стоит. Почему? Потому что люди оттуда убегают, не могут жить. Вот приходит человек, который умнее других, вместо того, чтобы убежать, впадать в отчаяние, вызывать каких-то попов и кропить святой водой, просто делает ритуал определенный по совету знающего человека или просит этого знающего человека и убирает этого духа из своего дома, дальше живет спокойно своей жизнью. Казалось бы, никто не мог, а этот человек смог найти общий язык. Можно дружить с этими душами, можно сделать так, чтобы привлечь их в свою сторону, и они не будут вам причинять вред, но это очень, очень редко бывает и очень очень непросто это делать, поэтому лучше даже иногда и не браться. Вот то, что вот проходит сейчас иногда, когда я разговариваю, это тоже может быть неупокоенная душа, но просто мне лично они вреда не доставляют, и вам могут не доставлять. Просто некоторые люди говорят, вы знаете, мы там снимаем, когда ритуал или что-либо перед камерой, вот проходят такие шонки, такие вот плазмоиды, такие круги разного цвета. Вот это опасно. Если они вам не доставляют неудобства, если вы дома не чувствуете себя уставшим, выжатым, значит, все нормально. Если и доставляют неудобства, если вам страшно, они могут все что угодно вызвать. И пожар вызвать, и, знаете, во время дождя перетянуть молнию на ваш дом. Все что угодно. Если они хотят, чтобы вы оттуда ушли, они все для этого сделают, и вы уйдете, убежите буквально. И ножи летят, и вилки летят, и чего только не бывает. Но, значит, одно но. Если эта душа доставляет неудобства, для начала попробуйте провести этот ритуал. И если вам, в общем, не поможет, естественно, надо будет обратиться к человеку знающему. Что нужно для этого делать?
вам нужно запастись полынью, но полынь надо зажигать последний день, 6-й день, когда вы будете проводить. Вам нужно 6 восковых свечей каждый день, каждую ночь, извиняюсь. Ночью это проводится, ночью. Без разницы, полночь, перед рассветом, но должна быть ночь, тьма, темное время суток. Любой день. И выходной можно провести, это не имеет значения. 6 ночей кряду вы просите уйти неупокоенную душу. Значит, ставите водку, кусок хлеба, который вы должны будете оставить до утра. Утром хлеб под деревом оставить или где-нибудь положить, чтобы птицы клевали, водку вылить на землю. 6 свечей восковых каждую ночь. 6 свечей, значит, ставите. Водка, хлеб, начитали. Поставили водку и хлеб на подоконник. Свечи догорают. Огарки свечей просто выкидывайте. Следующая ночь. Опять 6 восковых свечей. То есть посчитайте сами, сколько вам свечей понадобится. Каждую ночь 6 восковых свечей зажигайте. Водку, новую водку и кусочек желательно ржаного или черного хлеба сверху. Начитали. Сколько раз нужно читать? Вот сколько у вас комнат. Ну, даже в туалете и в ванной можете читать. То есть сколько комнат, в каждой комнате читайте, выгоняйте его со всех комнат, гоните. И, собственно говоря, опять оставляйте это. И последнюю ночь, 6-ю ночь, когда опять 6 свечей поставите, уже не нужно ни водку, ни хлеб. 6-ю ночь вы должны зажечь полынь, траву и начитать точно так же во всех комнатах. После чего свечи догорят и трава истлеет. Это все опять собирайте и выкидывайте. Когда вы поняли, что эта сила ушла, то есть вы чувствуете, что уже спокойнее стало, лучше стало в доме. Что это даст, когда неупокоенная душа уйдет? Это не только вернет вам спокойствие, мир и тихий сон. Это вернет вам благополучие, потому что такие души, они пожирают нашу энергию удачи, энергию сексуальности, в доме создают ссоры. Они могут с помощью подселения, знаете, привести в ненормальное состояние животных нашего дома. Временное подселение, то есть пройти через человека, сквозь него, отдавая ему свою отрицательную энергию. Неупокоенные могут быть и повешенные там в этом доме, и умершие давно, и если недалеко кладбище кто-то забрел в ваш дом. Да все что угодно, вариантов миллион, тут сейчас не будем обсуждать. Вы почувствуете, что обстановка в доме оздоровится, будет спокойнее, больше будет удачи и благополучия в ваш дом. И, знаете, иногда люди говорят, делаем ритуалы, как-то мало получается, и всегда почему-то им кажется, что это все связано с ними, с какими-то родовыми проклятиями. Знаете, что то место, где вы живете, имеет огромное значение. Огромное значение. Поэтому, если в этом месте есть неупокоенные души, есть темные силы, которые поселились и не хотят уйти, то они не приведут вашу жизнь, ваш дом благополучие, потому что они питаются отрицательной энергией, они питаются вашими эмоциями, вашей болью, вашими страданиями. А для того, чтобы вы страдали, чтобы вам было плохо, нужно, чтобы вы жили плохо, понимаете? Поэтому они не заинтересованы, чтобы в вашем доме было благополучие. Зачастую и место виновато. Поэтому делайте эти чистки. Изгнать там дух захмат, избавиться от неупокоенных, да, вот этот ритуал, там чистка дома, пространства. Очищайте то место, где вы живете. Неважно, вы снимаете там или это ваш дом. В любом случае там есть духи, с которыми надо подружиться, и они вам будут помогать. И самое главное, что дает чистка дома, это когда уходят эти неупокоенные, эти темные злые духи, приходят духи удачи, благополучия. Те самые, которые дают человеку вольготную жизнь, да, жизнь в достатке, охраняют. Пока эти злобные есть, это как, знаете, как собаки, которые не пускают там соседей в ваш дом. Вот пока они, эти злобные, есть в вашем пространстве,
ничего хорошего не дается вам. Не дается, потому что они не пускают благополучие в ваш дом. Это тоже важный момент, почему нужно их изгонять и убирать, если вы чувствуете, что они вам мешают. Еще раз говорю, если не мешают, это просто силы вашего дома, духи, которые ходят и никак, ну, ничего плохого вам не делают. Их изгонять не стоит. Но если они мешают, если вы чувствуете вот эту отрицательную энергию, они могут и домового изгонять, и могут и не пускать в дом положительную энергию. Это опасные силы, и от них надо избавляться, и чем быстрее, тем лучше. И зачастую иногда в вашем доме нет благополучия и спокойствия, именно потому что там поселились вот эти ненужные гости, незваные гости. Итак, я вам объяснила, что и как нужно делать. Когда вы почувствовали, что это все ушло, берете кусок черного хлеба, вечером выходите из дома, чуть подальше от ворот ваших или от здания, поворачиваетесь спиной к лесу или к деревьям и лицом к дому, через левое плечо кидайте хлеб, этот кусочек хлеба, и говорите: живым живое, мертвым мертвое. Берите свое и меня оставьте. И уходите без оглядки, не глядя. Идете домой. После этого эти силы вас не побеспокоят. Итак, заговор. Здесь есть такой момент, когда вы говорите: иначе ведьму буду звать. Если у вас есть, если вы хотите назвать мое имя, можете называть, позволяю. Но это не обязательно. Но просто некоторым спокойнее, когда называют мое имя. Если у вас есть такое желание, можете называть. Итак, начнем. Читать в каждом углу дома, неважно. Ну, нет, в каждой комнате дома, неважно, сколько у вас комнат. Да, один важный момент, я извиняюсь. Берете свечу черную. Здесь можно взять восковую свечу, можно взять парафиновую в руки и ходите по этим комнатам. И начитывайте. Возьмите такую большую свечу, колонну, чтобы она, ну, чтобы ее хватило на 6 ночей. Если не хватит, можете новую зажечь свечу. Ходите с этой свечой, она будет коптиться, она будет дымиться, неважно. Держите. Можно восковую, можно парафиновую, уже сказал, черную свечу. Как только вы начитали, значит, ставите на стол. Эту большую свечу нужно потушить, остальные должны догореть. В 6-ю ночь большая свеча должна тоже догореть вместе со всеми. Я объясню, почему я не делаю по всем канонам и не соблюдаю условия, потому что мне изгонять никого не нужно. Вот в чем дело. Я просто вас учу, как это делать. Я никого не изгоняю, по крайней мере, сейчас. Живым живое, мертвым мертвое. Не ходи, мертвая душа, среди живых, иначе ведьму позову. А ведьма духов призовет, а духи тебя будут гнать, огнем тебя будут сжигать. Договоримся по-доброму, уходи на упокой. Не держись за этот мир, ты уже не в этом мире, твое место не здесь. Я тебя поминаю, я тебя заклинаю, с миром отпускаю, среди людей тебе больше не гулять. В мире духов тебе пристанище искать. Упокойся с миром, себя защитной силой осеняю, древнюю силу призываю, я прошу и заклинаю, камень не цветет, из стены сук не растет, а покойная душа ко мне больше не придет. Среди живых ходить не будет. Дорогу ко мне навек забудет. Живым живое, мертвым мертвое. Мне жизнь, а мертвому вечный упокой. Истинно так. Заклинаю. Попробуйте провести такое, если чувствуете страх, если ваши животные болеют, если вы видите, что удача в дом не приходит,
Если вас домой не тянет, если есть стуки, если есть какие-то заметные, то есть ощущения присутствия чего-то, перед тем, как провести ножи, вилки и прочее, уберите подальше от стола. И лучше вот там, где они хранятся, там скотчем каким-нибудь прикрепить, чтобы не открывались эти шкафы, и оттуда ничего не вылетало острое. Потому что такое может быть. Я не знаю, какой он у вас. Может, агрессивный, может, уже слабый, уже может уйти быстрее и так далее. Чтобы такого не случалось, на всякий случай учтите эти правила, то есть учитывайте. И после этого вы почувствуете спокойствие, перестанут дети болеть. Иногда дома дети часто болеют тоже из-за того, что там неупокоенная душа. Постоянно дети лечат, они опять болеют, потому что эта неупокоенная душа все время выпивает их жизненные силы. Очень часто у вас бывают такие сны, в котором вы в чьей-то роли. Как будто бы это ваша жизнь, но не совсем. Он показывает вам свою жизнь. Он показывает вам, что ему пришлось пережить и что у него было и прочее. Одним словом, вы почувствуете это. И чаще всего неупокоенная душа – это когда дома вас резко кидает в жар. Холод – это еще полбеды, и холод – это не так страшно. Вот в жар кидает – это нехорошо постоянно. Когда дома пропадают предметы, когда ни с того ни с сего поднимается агрессивная волна, когда отключаются телевизор и компьютер. И уж тем более, когда начинаете слышать голоса, когда вас начинают звать, тем более голосами покойных, ушедших, это очень опасно. Надо от них избавляться и как можно быстрее. Желаю вам всем удачи, мира в семье и в жизни, и гармонии со всем мирозданием. Всего хорошего.